Хей, вы на канале Geeky Day, с вами снова Ирена, и сегодня мы посмотрим на фигурку Ротхога в хэллоуинском скине. А интересные факты и историю о персонаже вы можете посмотреть в моем предыдущем обзоре на обычную версию Турбосвина. Кликайте сюда, на подсказочку. Мне уже не терпится на нее посмотреть, поэтому давайте откроем ее. Вот такая вот посылка мне пришла. Вообще размер коробки достаточно узкий, и поэтому я боюсь, что они неплохо упаковали. Но сейчас мы посмотрим. В общем-то, вот так все упаковано. Честно сказать, это не самая лучшая упаковка, которую я видела, но неплохо. Во время заказа было написано о том, что в посылке есть конфетки, поэтому я хочу найти их. Это все. Это конфетки. Я хочу их открыть, посмотреть и съесть. Так. Я съем тыковку. Кстати, конфетки очень миленькие. Обычно на вкус как мишки Гамми. Череп еще съем. Также они положили мне купон на 6 евро 66 центов. Да, но можно его использовать, если ты потратишь больше 50 евро. Я сама хочу посмотреть. У него 2 стикера. Я люблю стикеры. Данная фигурка находится в серии Pop Games номер 382. Внизу название фигурки. Сбоку арт. С задней стороны коробки мы видим других персонажей из второй волны. Верх и низ, как всегда, стандартные. Несмотря на то, что фигурка была не очень хорошо упакована, на мой взгляд, но коробка пришла в хорошем состоянии. Но это благодаря нашей почте Финляндии. Также на коробке есть 2 стикера. Стикеры не могут не радовать. А теперь давайте откроем ее. Я уже давно наблюдаю за этой фигуркой в Инстаграме. У всех такие классные фотографии, что мне очень хочется посмотреть на него вживую. Классно. Первое, на что я обратила внимание, это его впалые глаза, что не свойственно обычным фигуркам фанка, потому что они более выпуклые. Там можно пальчики сунуть. Сколь головы у этой фигурки очень интересная. В отличие от других фанка, у нее она более узкая и сверху приплюснутая. На голове также есть молдированные морщинки и швы. Стежки на швах прокрашены в белый цвет. Так как этот облик в игре называется «Монстр Крейсенштейна», этот образ очень сильно отсылается к фильму «Монстр Франкенштейна». В привычном образе монстра Франкенштейна у него есть болты либо в висках, либо в шее. У данной фигурки болты находятся в области щек. Эти болты нужны были Франкенштейну, чтобы проводить ток. Таким образом он ожил. В игре же Турбосвин пополняет таким образом свое здоровье, вкручивая себе болты. Потому что монстр Франкенштейна был создан из разных кусочков, мы можем видеть у этой фигурки, что его лицо как будто бы надето и сзади завязано. Сбоку и сзади на голове мы можем видеть его кожу и его скинтон, а его уши похожи на отрезанную докторскую колбасу. Лучше бы они, конечно, сделали в них углубление. В сравнении с оригинальной версией фигурки Турбосвина, эта фигурка более прочная, потому что у нее не такая хлипкая шея. Турбосвин в жакете коричнево-фиолетового цвета. На правой руке у него часы или что-то похожее на термометр. На рукавах ремешки и пуговицы. Руки у него в перчатках, на них присутствуют болты, ногти прокрашены в черный цвет. Живот у этой фигурки – это произведение искусства. На нем очень много деталей. Швы внутри прокрашены красной краской, более блестящей, нежели матовой, из-за чего это выглядит как застоявшаяся кровь, что смотрится очень здорово. Из швов выглядывают разные трубки, а также они заклеены пластырями. На животе у него пластырь в виде крестика, а также надпись «Террор». Надпись «Террор» сделана более матовой краской. Пупок – это отдельная деталь, из нее торчит прикольный аксессуар – термометр. Термометр закрывает вид на его пояс. На поясе написано «Dead», что значит «мертвый». Штаны у него темно-фиолетовые, в светло-фиолетовую полоску. Мне нравится, что эта фигурка в таких хэллоуинских цветах, как зеленый и фиолетовый. На левом колене у него шипы, на ногах ботинки с болтами.
На левой ноге у него также есть электроантенны. Такие же антенны есть и сзади. Сзади мы также видим механизм, с помощью которого он притягивает к себе. В этой фигурке, к сожалению, не видно его прекрасных булочек. Мне очень нравится то, что эта фигурка в экшн-позе. Он выглядит так, как будто бы он только что восстал из мертвых. Такой. Внизу на ногах серийный номер. Фигурка, кстати, очень устойчивая. Эта фигурка поражает своим количеством деталей, и поэтому очень сложно выбрать любимую деталь. Но мне очень нравится его термометр в пупке и пластыри в виде крестика. Покраска этой фигурки одна из лучших, что я видела. Мне нравится, что здесь задействованы разные типы краски. К примеру, металлические детали покрашены в золотой, серебряный и бронзовый цвет. Сама же фигурка более матовая, а, например, внутри шва более блестящая краска, но при этом она не с блестками. Просто блестит. Красивенько, в общем. Вот две фигурки в сравнении. Монстр Крюсенштейна немножечко повыше, а также у него нет в руке крюка. А какой нравится вам больше? На этом наш обзор подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Пока, до новых встреч! На левой ноге также есть... Вот что это такое?